Друзья, всем привет! Полгода назад я был в Саратовской области. Я был в гостях у отшельника, у дяди Вити. Человек, который 34 года на данный момент живет один в деревне. Последний раз, когда мы у него были, он жил домом. Это, конечно, сложно назвать, это что-то похожее на погреб. Я обещал вернуться, поэтому слова свои нужно выполнять. Возвращаясь спустя полгода к нему, уже летом. Были мы зимой. Заехали сейчас в город Саратов, купили ему продуктов, купили солнечную панель, купили аккумулятор. Аккумулятор, оказывается, простой не подходит, потому что он умирает. То есть автомобильный это не то. Нужны специальные аккумуляторы. И купили ему там светильнички, чтобы у него было всегда светло. На улице сегодня у нас пасмурно, хмуро, светло, тепло. Остановились сейчас на выезде из Саратова перекусить. Я и моя новая помощница. И все сигналят. Я сначала не понял, что происходит. Оказывается, рядом находилась Стелла, 41 и 45 год. И там написано по сигнале. Почти память. Вот все там сигналят. Сначала было неожиданно. Мы сначала, даже когда поворачивали, все сигналят. Я думал, может, у меня что-то там отвалилось. Нет. Да, новый помощник? Да. Наконец-то долгожданный поворот. Осталось 11 километров, но это до самой деревни, плюс-минус там еще к нему километра 2. Единственное, что меня пугает, главное, чтобы он был жив-здоров, связи с ним нету, и чтобы он никуда не ушел. Кто смотрел первую часть, знает, что дядя Витя строил себе корабль. Это его мечта — построить и улететь в соседнюю область. Деревню мы проехали. Кому интересно, деревня называется Рогаткино. И сразу после деревни дорога просто отвратительная. Так, вот здесь где-то справа должен быть заезд. Ну вот, отлично. Здесь все, как всегда, заросшее. Нас встречает столб «Частная собственность». Главное, чтобы с дробовиком никто нас не встретил сейчас. Дядь Вить! Услышал голос. Вот так вот выглядит помощница. Мы тебя не слышали все равно. Дядя Витя, что-то здесь растет интересные кусты смородины. Разгрузились, встретили дядю Витю. Он в здравии. Куда мы идем сразу? Идем на родник. Чистая ключевая вода. Дядя Витя. Рыбы нет здесь? Рыбы нет. Может, тебе рыбу, дядя Вить, пора завести? Родник зимой тоже не замерзает. А зимой просто не летает. Вода стоит. Дядь Вить, все спрашивали, что у тебя на руках за кольца? Что они обозначают? Это мои автобиографические данные. Это вот знак солнца. Это нхи. Нхи? Нхи. Это что? Кратко нхи. Это летящий опускающий камень. Ага. Я из этого рода. Из рода Нхи. Да. Это мое древнее имя. Хан.
Хал. Ханхал. Угу. Или перевести на современный язык, это Виктор. Виктор. Да. Виктор хан. Нет. Ханхал. Это Чемергес. Называется это на древнеславянском языке. Это означает единственный наследник. Наследник вот этого всего. Хозяйство. Да. Родник родником. Но там много шмелей. И комаров грызутся. Телефонная будка все так же продолжает висеть. Никто не звонит. Село Клубково. Но действующий аппарат до сих пор действует. И даже для незрячих есть какая-то вывеска. И еще что-то. Это не лобное место, это сухие дрова для корабля, да? Я так понимаю. Нет, это для быта. Для Постоянно, но идет, будет из них идти выборка, вот, допустим. Вот так вот я пилю. Вот это пойдет на доски уже, а это на дрова. В общем, из всех дров я выбираю вот такие ровные, колю их, а потом топором обрабатываю, все, у меня получается доска. Я вверх вот накрыл весной. Вот. Корабль продолжает потихоньку достраиваться. Да, обязательно. Я не упускаю свою мечту. Это моя детская мечта. Ну и сколько еще по времени? По времени я делаю все вручную. А вручную это значит штучная форма подгоняется постоянно. Так что возиться приходится очень долго. Тут стандартных нет материалов, тут все самодельное. Ну, а это Хэй. Это мой кот. Хэй, там потом умилась. Кот тоже жив-здоров. Кот! Кс-кс-кс-кс. Так. Огород дяди Вити. Картошка, укроп. А я смотрю, здесь табачок у тебя растет, да? Табак. Кукуруза. Еще что-то. Но это та же вода питьевая, правильно? Та же питьевая вода, можно свободно пить, все нормально. Сижу Это в тени наши коллеги. корабля. Да, в тени Это корабля. коллега-оператор. Ну, коллега же. Да, коллега. После нашего приезда кто-нибудь приезжал? Нет, практически. А, нет, приезжали. Приезжали саратовские телекорреспонденты. А, приезжали все-таки. Да. Ага. 2 раза приезжали. Приехали первый раз, поснимали целый день. Ну, все интересуются моим существованием и вот этой вот моей крошкой. А с какого канала? Она говорила, это Рамина. Рамина, Арина и 2 парней еще с ними. 4 они приезжали. Зимой были? Нет, по осени были они. Ну, уже глубоковато уже. А потом еще раз приехали, уже зимой. Еще снимали. Ну как зиму-то перезимовал? Нормально, как всегда. Не мерз? Да ну, ты чё? Я сплю зимой при открытых дверях. У меня двери открыты, я нормально сплю. Я жару-то я не очень переношу, а вот прохладу, холодок, это мне по пути. Вот эти кирпичи дядя Витя таскает с заброшенной деревни. Далеко она отсюда находится? Да ну вот она. Я где-то с краю нахожусь деревня, а деревня туда аж до той горы. Это оттуда носишь на себе, да? Да, оттуда ношу на себе, ковыряю там, выковыриваю, копаю. Ну и ношу в свободное время, конечно. Накапливаю стройматериал, чтобы В планах построиться. построить дом. Уже я тут построил уже дом, такой деревянный, вот, ну у меня он сгорел. Это который сожгли. Да. А теперь хочу построить уже основательно такой кирпичный дом, уж его не сожгут. Пришли куницы, но они
Это когда было? По осени. Пришли куницы, там гнезда все воробьиные, вот эти скворечники вычистили. И остались у меня тут. Поселились. Куница принесла кунят. Эти штук 10, по-моему, кунят. Этот кинулся на самца, на Кот. Да. Он ему сразу мухой прямо черепок раскрыл. Коту. И тот уже перестал к ним лезть уже. Ну так, на расстоянии держались. Но он все равно, вот маленького куненка, он выбежал где-то там. Он его задавил, вот у меня. Вот там он лежит. Ну, скелетик уже почти, шерсть с него сойдет. Я амулет с черепка сделаю из него. Вот такой он маленький и уже с клыками. А где сейчас эта семья куниц? Ушла? Нет, она тут крутится, она на лето уходит. Вот я здесь зарастил, пусто все было. Зарастил, сделал джунгли, ну как полосу отчуждения от всего и все. Вот они там крутятся все, куницы. По волкам. Вот как раз к волкам и подошли. Когда куниц не было, волки, лисы, корсаки, шакалы, все заходили сюда. Куницы пришли, все, перестали ходить. Вот эту зиму практически никого не было. Ни волков, ни лис, ни корсаков, ни шакалов. Ну, пришли другие. Пришли бывшие мои кролики, одичавшие. Они размножились, тут все их до хрена. И косули потянулись сюда, ко мне. Тебе надо фотоловушку здесь ставить. Нет. У меня всегда, вот я хожу вот в село. Ну, вот работал вот недавно, вот вчера только пришел. Прямо через гору, потом спускаюсь прямо по адресату. Косули, самец косули вот прямо тут на взгорке меня каждое утро, каждый вечер ждет. Они меня практически не боятся, они со мной как с братом, что ли, общаются. Он, видишь, с клыками уже, маленький, с клыками. А, вот это и есть, да? Да, куненок. Они больше полметра вырастают, взрослые. Вышли еще на один огород. Здесь? Здесь помидоры, капуста, морковь, свекла. Ну, все необходимое. Лук, чеснок. Все, что мне нужно, я все выращиваю, все нормально. Без всяких проблем. Это у меня кроликам на зиму. Заготовки для кроликов? На чай вот лекарственные. Это вот для чего трава, дядя Витя? Это кровоостанавливающее. Кровоостанавливающая. Это? А это шалфей. Шалфей. Ее можно вот определять форму обычного чая, вот как пьешь чай. Если, допустим, у тебя не останавливается кровь при получении раны, то это способствует очень быстрому прекращению этого. Если у женщин не прекращается тоже какое-то кровотечение внутри, короче. Я понял. То же самое. Пить? Да, сутки и все. А это что, дядя Вить? Это табак. Ну, такой молоденький. Я его потом через сито просеиваю и листочки практически... Тебе хватает или приходится докупать обычные сигареты? Не, хватает вообще-то, хватает. Ну, то, что вот я работал там вот в соседнем селе, баню, короче, делал. Ну, оттуда снабжение идет там. Они мне родственники, дальние, правда, но родственники. Помогают?
Ну да, вот, они помогают. Сигаретами там, продуктами какими. В общем, нормально все. Ну, мята, она только Чебрец. дикорастущая. Это отхаркивающее средство, чтобы, допустим, я курю, попил чай и свободно, ничего не сбивает легкие, ничего. У всех возник вопрос, каким образом должен полететь корабль? Как его заставить в движение? В движение заставить. Есть система биологических и горючепотребляющих двигателей. Биологический двигатель, я буду ставить биологический двигатель. Но для этого мне нужно сначала знать взаимодействие, это биотехнология, взаимодействие техники с биологией. Значит, я биологическое тело при взаимодействии, соприкосновения, обмена бактериологической микробной системой с деталями. Принцип работы такого двигателя я вкратце так знаю. У меня брошюрка была давным-давно. Я знакомился с этой биотехнологией. Ну, такая просто вкратце. Ну, короче, рабочий цикл этого двигателя при работе, он поглощает все углекислые газы, все вредное, выделяя чистый кислород уже с пропорцией озона и делает форму объекта. Вот если он на каком объекте остановлен, поставлен этот двигатель, он делает форму электромагнитного поля и управление планкой. Увеличение, уменьшение, как типа реостата. Прибавить громкость, убавить громкость. Вот такая система. Только там уже не крутящаяся, а поднимающаяся, опускающаяся планка. С ползунами. Вот такой двигатель я хочу делать. Но это в процессе будущего. Сначала мне надо сделать этот весь до нуля, чтобы он у меня был. А потом уже двигатель буду делать. Есть два типа таких биологических двигателей. Один горячего взаимодействия нагревается, а другой холодного. Но это мое дело, буду выбирать, какой мне понравится. Дядь Вить, ты вообще знаешь, что происходит сейчас в мире? Нет, не знаю. Не интересно? А что там происходит? Происходят не очень хорошие вещи. Я существую в замкнутом мире, и меня нет, я не общаюсь ни с кем по этим интересам, что даже меня если приглашают уже в село, там помочь что-нибудь там построить там или отремонтировать. Мне не сообщают ничего, мне вот это сделать надо, вот это отремонтировать надо, все, я отремонтировал и ушел, все. И никаких новостей я не знаю. Чтобы вы понимали, вот эти трубы он вскрывает обычным зубилом вдоль. Представляете, сколько нужно терпения, чтобы вскрыть такую трубу? Не болгаркой, а зубилом. Когда я его изготовлял, снимали эти московские телекорреспонденты, когда я его ковал. Можно сжать траву и отбиваться от хищников. Много хищников? А хищников прилично тут. Но дело-то не в том, что их тут много, а дело в том, что им чего-то не хватает, особенно у молодых, у молодняка, у волчат, ну они взрослые уже, ну такие уже. В смысле, телом-то вышли, они бесятся. Моя фамилия земная, здесь Волков. А на самом деле моя не такая фамилия. Моя фамилия Волов-Коваль. И я могу это доказать хоть в любое время, что она похожа на Волковых. Просто раньше было обозначение, вот табличка у мастеров, это времена оледенения полюсов. Это с тех времен уже человечество жило на планете, на этой. Было обозначение, было, зима, основной транспорт были валы, это быки там, как буйволы там, кто там еще. И было обозначение этих мастеров, название Волов, Коваль, кузнец. Потом Волов, Коваль, мы сократили просто Вол-Коваль.
волков. Волов Коваль также считался. А потом тире кто-то как-то со временем убралось, соединили Вол и Ков, получился Волков. Вот так, Волков тоже. Вот такая история этой фамилии. Все спрашивали, какой ты веры? Я никакой не веры. Я никакого вероисповедания не принимал. Мне это... Ну, не хочется мне это делать. Потому что кому нужна это верование? Если ты не делаешь никакого зла, нахрен тебе нужна вера? А вот если делаешь, чтобы потом каяться, чтобы потом, как, прощения просить, что ли? Да чтобы не просить прощения, не совершать преступления, и все. Заниматься своими нормальными делами. И главное, там есть... Я знакомился с этими всеми христианскими библиями, там знакомился, ну, в общем, так, слегка. Ну, извлек только из них заповеди, вот эти вот 10 заповедей там, ну, последняя заповедь. Люби врага свой. Нет, относись так, как бы ты хотел, чтобы к тебе отнеслись. Ну, я так подумал, это правильно, конечно. А почему именно перед этой стоит люби врага своего? Я пришел к такому выводу, что если ты себя ненавидишь, себя, люби хотя бы врага своего. Но если ты себя любишь, относись так к другим, как бы к тебе отнеслись. Вот только и все. А все остальное не реализуется. Так что я разочарован не только в государственных законах, но и в религиозных. Еще часто задаваемый вопрос был, если у тебя что-то заболит, в какую больницу ты обращаешься? Ни в какую больницу я не обращаюсь. Что у меня болит, что у меня заболит, там у меня, я знаю народные средства, вот у меня, например, вот врач специально, вот заросший цена, но он называется плющ ядовитый. Ну и другие корни, травы, я знаю, что делать, как делать, что растирать, что употреблять, в общем, чем дышать, и все. Часто ли удается подработать в соседних селах? Я отшельник и никогда не должен наниматься на работу. Но если меня просят, я могу согласиться и выполнить работу. Ну, допустим, в прошлом году у меня вообще, ну, кроме моих близких родственников, они уже под 90 лет, не под 90, под 80. Ну, им помогают то огород скопать там, то отремонтировать что-то там, то картошку выкопать, что-нибудь старенький. Так, просто помогу и все. Это в прошлом году. А в этом году вот у меня наплыв, большой наплыв. Заказали меня. Вот уже от одного я уже вчера отделался, в баню все сделал, отделал все вагонкой там, ну, как положено, там красиво такая. Это сам Владимир Иванович был дома, его жена в Саратове в больнице лежит. Ну, короче, вот 3 июля ее выпишу из больницы. Вот я им там вот все сделал. Потом рядом соседи, у них тоже под 80-ок идет. Крышу крыть, если не крыть, а красить дома. Вот одну сторону покрасил, у них тоже что-то какие-то проблемы. На август договорились, вот в другую сторону покрашу. Потом другие. Вот. В общем, у меня вот в этот сезон, у меня вот так заказов. В общем, не до корабля. Да, пока Корабль пока постоит. Пока не до корабля, вот по осени приготовил вот этот лес, 40 штук. Понтаскал. Но он сырой употреблять нельзя, только сухой. Вот жду, когда он высохнет. И продолжу переднюю часть всю буду делать. С администрации кто-нибудь приходит? Да, сама глава администрации приезжал. Вот недавно они приезжали сюда, ко мне. Интересуются здоровьем? Нет, просто так заехали, просто как дела у тебя? Я говорю, у меня вот, пожалуйста, проходите, смотрите. Да, это очень лучше. Ну и все. Ну и, конечно, гостиниц привезли там. Не без этого. Вы мясо едите? Мясо ем, рыбу ем, я все ем. А рыбу где ловишь? Нет,
когда зарабатываю деньги, я покупаю мороженое. Как надо. Хек, ментай. Да, ментай. Вот это. Планы на будущее. План на будущее только строительство крошки. И все. Все. Ну, естественно, поддержание своей кормушки личной, чтобы... Потому что прежде чем думать, надо заботиться о кухне. Вот кухня и крошка, все. Ну а вот смотри, дядя Вить, то, что ты сам выращиваешь, тебе хватает это? Свободы хватает, еще остается, приходится выбрасывать. И картошка, лук, капуста, все это. Да, на помойку. Всё. Ходил за грибами, ну кто-то там шиболится в траве. Думаю, ну кто же, подхожу ближе, косуленок. Худющий, прям как велосипед. Ну, его живой еще. Я его взял, принес домой сюда. А как его кормить? Чем его кормить-то? Надо же как-то восстанавливать. Ну, побежал я к родственникам, говорю, молоко есть? А что, я говорю, вот так и так. Косуленка нашего голодного. Видно, родители застрелили браконьеры, а ему жрать-то надо. Ну, потом, я говорю, и мне эту соску надо, вот, как на бутылочку одевать. А вот этого нету. Ну, зайди вон к этому, к брату своему, у него козы. Я к брату захожу, я говорю, это, соска у тебя есть это? Он говорит, я коз перевел, на пойду гляну. Ну, пошел, выносит, говорит, вот есть, последний остался. Я говорю, давай. Ну, он мне заодно и говорит, возьми индоуток. Я говорю, нафиг они мне нужны. Он ничего не знает, вот ты пришел, значит бери. Дал индоутака и 2 уток. Я говорю, ладно, давай. И убежал. Косуленок поправился, я его выпустил, он ушел, уже вот, по-моему, он меня встречает. Ну, он уже такой взрослый, здоровый. Я выхожу на гору, он ждет. Ну, я уже вот так вот, ну, уже близко он. На меня так, ра-ра-ра-ра. Я, здрасте. И он пошел. Каждый день меня встречает. Дядя Вить, какого образа жизни должен придерживаться отшельник, настоящий? Настоящий отшельник, во-первых, не должен связываться ни с какими властями, ни с какими религиями и никогда никому не делать зла. Только все. Это принцип, это закон и все. Даже определенная встреча с определениями животных, зверей, там, птиц всяких. Еле сможешь, помоги, если не сможешь, не трогай. И все. У вас так и не появился телефон? Таксофон только. Звоните по нему хоть? Да, но очень-очень редко. А куда? Ну, в Подмосковье звонил племяннице. Она приезжала сюда с мужем. Вот, оставил телефон, я просто позвонил проверить, действительно телефон, дозвонился, и она мне 2 телефона давала, свой, это домашний и служебный. Ну, так. И все, а так больше я не пользуюсь этим телефоном. Со скольки начинается рабочий день дяди Вити? Или не то, что рабочий, а день вообще? Рабочий день начинается, когда как, у меня переменная формула, когда с обеда начинается рабочий день, когда с 3 часов утра, а когда вовсе и сутки не сплю. А когда и не начинается вообще? Да. Вот такая система. У меня это, если я вот ставлю себе с вечера, пройду, погляжу, примерю и все. Ставлю себе задачу. Так, у меня сегодня дела нет. Я сплю до обеда. Я с вечера ложусь, и до обеда я косяка давлю. Если у меня какие-нибудь планы, я сразу масштаб, время и определяюсь. Я просыпаюсь там в 3, ну, еще темно, и занимаюсь. У меня фонарик есть такой, на этот, Налобный. налобный. Включаюсь, пока не рассветет, я исполняю все дела. И если я управляюсь за день, я, значит, все. Вот эту крошку, вот эту вот, начал с утра вот оттуда все оббивать. Не хватило у меня времени дня. Я эту крошку, лестницу
и пошел дальше. Все заделал. Практически за сутки. Забыл тогда спросить. Конечно, это может быть и некрасиво. Сколько тебе лет? Сколько мне лет? Я могу задать встречный вопрос. А сколько вам лет? Я с 84 года. Ну, я понимаю, нет. Сколько 40. лет? 40. А в каком месяце вы родились? Май. Вот с мая, считай, вот май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Вот вам в год исполняется 8 месяцев, а не год. Понимаешь? Ну, почти. Потому что до тебя зафиксировали как ребенка, как родившего ребенка в мае. Правильно? Значит, до Нового года это твой возраст. А уже до твоего рождения это уже не твое время. Но ты себе считаешь всю круговую, а это так незаконно. Принято везде считать все в круговую. А это неправильно. Ну, по вашему календарю получается сколько сейчас вам? По моему календарю мне сейчас 3 месяца. Потому что я родился 30 декабря, а время считается, мое время считается до Нового года, до времени появления тебя, до исчисления времени года. А у меня получается до исчисления другого года 45 часов. 45 часов? Да. 30 декабря в 3 часа, вот мое число рождения, 3033. 30 декабря, 3 по счету. Получается, в месяце сколько наших обычных лет? В вашем месяце? Время. То, что ты находишься в чреве, твое время не считается. Тебя нету на этом свете. Тебе считается время твоей взрослости от твоего появления, от твоего рождения до Нового года. Это время твое. Это твое законное время. А все остальное тебя нету. В мироздании-то. Я спорил с одной такой очень грамотной женщиной, которая меня убеждала в том, что я отстал от цивилизации на 100 лет. Я живу в 20 веке, а они в 21 веке. Тогда я поинтересовался ее оценками бывшими. Я говорю, как у вас по математике было? Она мне отвечает, отлично. Я говорю, 10 веков сколько лет? Она говорит, 1000. Я 20 веков сколько лет? Она 2000. Я говорю, а сейчас какой год? Она 2017. Я говорю, ну а мы в каком веке живем теперь? Она говорит, 21. Я говорю, да не в 21, 21 век начнется в 2101 году, сразу после Нового года. Вот так. Вот так я ее убедил в этом. Вниз не хочется спуститься, жить? Нет, никакого желания нету. Часто предлагают вам? Нет, предлагали пару раз, но я нет. Здесь я. Вот и все. Меня не интересует там, что там делается, что. Я привык один. Даже в семье выращивался. У тебя Выращивался. фотографий нет никаких, дядь Вить, семейных, старых? Нет, у меня ничего нет, вообще ничего нету. У меня что и было, то сгорело. Ну, короче, получается так. Я сейчас немножко объясню. Я вернулся с кочевой в 90-м году. С кочевой это кочевали Да, по стране? по Советскому Союзу. Приехал, заехал к матушке, она в Рогатине жила еще. Она говорит, садись за стол, пирожки покушай с молоком. Ну, я сел, сижу, кушаю, она напротив села и говорит мне, Витя, ты ведь не мой сын. Я говорю, я знаю, я не забыл, но свое отношение в плохую сторону к вам я менять не буду. Как был послушен, так и остаюсь до конца ваших дней. И она успокоилась. Она думала, что я забыл.
Так что я не учтенный, не очень родной, но воспитанный. Не так давно шел с Рогаткина домой сюда. Иду, а луна была вот в восточной стороне, северо-восточной. Ну, смотрю на дороге, уже темновато было. Я посмотрел на луну, опять отвернулся, опять иду, под ноги смотрю. А потом что-то меня заинтересовало. Я с 3 лет интересуюсь этим, смотрю за небом, за расположение звезд. Звезда не та, недалеко от Луны. Я повернулся и иду, смотрю на нее, посылаю свой импульс зрительный, любопытство. Она стоит такая, ну, Луна примерно вот такая, а объект вот такой примерно. Потом, гляжу, он стал двигаться, объект этот. Ну, я подумал в сторону Луны. Подумал, это астероид, скорее всего. Одна сторона сгорела путем трения. Он развернул, и траектория полета изменилась. И за Луну жук, зашел и стоит. А я иду и смотрю, думаю, сейчас с другой стороны должен вылететь. Не вылетел. Я уже думаю уже по-другому. Здесь это управляемый объект. Я стал интересоваться этим объектом. У меня есть такое мышление, это возврат зрения, импульса. Я это прочитал, никто этим не занимается. Я прочитал это, и, короче, это управляемый объект, это летающий объект, составляющий несколько сотен тысяч квадратных километров. Вот такой объект. Их никогда не было. Но они появились что-то. И он не один. Они распределены. И далеко находятся. А в Москве я с Карпат ехал. Тоже встретился с таким вот дяденькой. Вернее, на Павелецком вокзале. Купил билет до Саратов. Ну, купил газету многолистовую там. Стал это. Просто картинки разглядывать, ждать. Билет купил на Саратов. 2 дамочки подходят. Здравствуйте. Здрасте. Опять в газету. Он говорит, можно мы с вами рядом постоим? Я говорю, стойте, тут места для всех хватит. И в газету уперся опять. Она говорит, а как вас зовут? Я, ну все, начитался. Трубочку сворачиваю, говорю, Виктор. Одна говорит, а меня Надя, другая, а меня Вера. Куда вы едете? Я говорю, сначала до Саратова, а потом. Я говорю, потом я путешествую. От меня. А мы, говорит, это артистки с какого-то военного московского ансамбля. В отпуск едем домой. Ну и так, еще пару слов это мы поговорили. Я так, они вот так стоят, я так, и там лавки, я около окна стоял, гляжу. Проявляется мужчина с воздуха. С воздуха? Да. И к нам. Ну, я ля-ля-ля-ля с ними. Он подходит, здравствуйте. Мы все втроем, здрасте, здрасте, здрасте. Он мне говорит, вы знаете, от чего произошло слово Москва? Я говорю, а мне это надо. Я говорю, нет, не знаю. Он к этим артисткам. Они, не, мы тоже не знаем. Он рассказал всю историю происхождения этого слова, все события, как будто он там свидетелем был личным. На меня, вы не забудете? Я говорю, да нет, не забуду, он к этим артисткам. Они так рядышком стояли. Они тоже, не, мы не забудем. Он, извините за беспокойство, до свидания. До свидания, до свидания, до свидания с ним. Что за слово-то было? А? Что за слово-то было? Слово какое было? Слово какое было? Слово Москва. Произошедшее от 2 фамилий. Москин и Квакина. 2 княжеств, Соединенных княжеств. И объявили посадку на поезд. Ну, Слава, поднялись, пошли. Вот представь, вот идет этот, мы все втроем, я его-то провожаю, и эти артистки тоже взглядом. Толпа идет туда, а он через эту толпу, она его не видит, а он их не замечает. Прошли сквозь вот так вот. И он растворился. Они его даже не видали. И не слыхали. Я поворачиваюсь,
эти мартышки, они глаза вытаращили, рты открыли и замерли. Думаю, о, блин, это хреново. И у них свечение, красный цвет в головах. Думаю, это потом сумасшествие будет. Я своим взглядом с одной снял энергию до желтого цвета. Она поворачивается таким испуганным тоном, еще говорит, странный человек какой-то. Я говорю, да, есть что-то. Ну и с другой тоже снял. Ну и все, нормально они восстановились. Я их проведу на поезд, на их. Я сам стал дождаться своего. Дядя Вить, у тебя под джинсовкой ножи? Под джинсовкой? Ну вот что-то у тебя там, я вижу, такое, какой-то каркас. Это наплечники для транспортировки леса. А тут у меня все это... Это что, кольчуга? Да, типа этого. Я смотрю, что-то у вас там это такое интересное. Это ключи это. Ну вот так вот. Так что ношу. У меня еще это хрень это. Мне нужно обязательно ношение. Я получил смертельную дозу радиоактивного облучения в свое время в армии. И у меня постоянно идет кровотечение. Кровотечение? Да, Откуда? с капилляр. А. Так что одежду вот я ношу. Она потом становится в крови. И уже второй стадия, уже ее... Поэтому я вот кровоостанавливаю через капилляры. Выходит. Ну такая хрень получилась у меня. Полностью можем увидеть сейчас обмундирование. Так, а это что, магниты какие-то у вас? Да, это магниты. А для чего? Для дыхания кожи. Чтобы кожа дышала. Так, Да, связано с атмосферой. вот это какие-то медные, что это такое, пластинки? Медь? Вот, нет, вот. Это? Да. Это медь? Нет, это просто, да, медные только вот ключи у меня вот это. От квартиры? От квартиры, да. А можно вопрос? Бывают же магнитные бури, как вы с этим ходите? Ну, всякие полюса, когда... А на меня это не влияет. Не влияет? Нет. Я... Не метеозависимо? Нет. Я делаю, короче, я общаюсь с теми, кого вы даже и не представляете. Для меня это самое туча, это нормальные люди. Наплечники из какого-то бушлата, да? Нет, это типа это кожа. Не жарко вот так тебе летом? Нет, не жарко. Так что так. Ладно, дядь Вить, мы побежали. Рад был тебя увидеть. По возможности когда-нибудь заедем. Вот сейчас уже заеду точно, но не знаю когда. Вот обещать не буду. Тебе желаю что? Здоровья, чтобы все было хорошо. Здоровье пока у меня нормально. Чтобы не болел, чтобы волки не ели твоих кошек, Где куриц. Достроить? Да, достроить свою машину, чтобы Да, это действительно будет машина. прийти к цели. Да. Ну и надеюсь, что построишь себе дом нормальный. Не Да. вот это вот погребок, а что-то более цивильное. Ну, для этого готовлю. Для этого готовлю. Все. Так, ну. Единственное, что у меня будет, ну, постараюсь как-нибудь выбраться с этим делом насчет цемента и песка. И не болей. Самое главное, не болей. Все будет нормально. Срок существования моего на Земле не ограничен. Подключить солнечную камеру ты смотришь? Камеру. Батареи, Панель. Батареи. Батарею сможешь сам. Без Смогу. проблем ты Смогу сам, но делать ее сразу не буду. попозже сделаешь. Попозже, конечно. У меня сейчас небольшая нагрузка. Все. Это мне просто, я оторвался от этой бани. Там, теперь 4 июля надо опять туда. Все, ладно, спасибо. Это же потом. Это вам большое спасибо за это святилище, как-то будущее. Все, до свидания. До свидания. Вот так. Если я там внизу, если я там внизу, то здесь этот звонок плохо слыхать. Но там напротив кузницы стоит еще один звонок.
Там написано на нем «Звонок». Так что можно позвонить поближе. Очень грустно уезжать от дяди Вити, но нужно ехать. Ехать долго. Всем огромное спасибо, кто принимал участие в сборах. Я надеюсь, что эта солнечная батарея облегчит ему намного жизнь. Хотя бы, по крайней мере, будет он со светом 24/7.